Рада приветствовать вас на канале Блеск. Я собираюсь украсить чехол для стула оборкой из складочек. Но для этого нужно сначала решить, сколько складок сделать, какой ширины, сколько материала потребуется и каким способом все это рассчитать. Мне понравился метод, который я увидела на канале Гульнары Ахметовой. Очень благодарна ей за такие подробные и доступные объяснения. Складки бывают односторонние, встречные и, если перевернуть встречную, получится бантовая складка. Они могут плотно примыкать или располагаться на расстоянии друг от друга. От этого зависит, сколько ткани потребуется для их создания. Если вам нужно, чтобы складки примыкали одна к другой, берите полосу ткани в 3 раза длиннее, чем та длина драпировки, которую вы собираетесь получить в итоге. Как видим, в готовых складках ткань везде в 3 слоя. Значит, если нужно получить 1 метр готовой оборки, берем 3 метра ткани. Когда складки не сходятся одна с другой и между ними есть промежутки, тройной слой материала чередуется одинарным. Ткани может потребоваться в 2 или в 2,5 раза больше, чем в готовом виде, но точную длину придется рассчитать. Итак, у меня есть полоска ткани длиной 225 см. Сантиметров 5 пойдут на припуски для швов, поэтому для складок останется 220 см. Мне нужно получить оборку длиной 160 см. А теперь начинается математика. Начальную длину материи обозначим буквой D1, то есть длина первая, равняется 220 см. Длину готовой оборки назовем D2, длина вторая, равняется 160. Теперь смотрим на образец. Ширина складки, там где материал сложен в 3 слоя, будет 3х. Каждый из слоев это х. Расстояние между складками, там где один слой, обозначим y. В готовом варианте происходит чередование y 3х, y 3х и так далее. Если складки примыкают друг к другу, y равно нулю, останутся только иксы. Рассчитывать ширину складок будем за этими формулами. Что такое x, y, d1 и d2 мы уже знаем. c – это количество складок. Теперь подставляем в систему уравнений известные нам значения d1 и d2. c помноженное на 3x плюс y равняется 220. c помноженное на x плюс y равняется 160. Открываем скобки. c умножим на 3x будет 3cx плюс c помноженное на y равно 220. c помноженное на x плюс c помноженное на y равно 160. Из верхнего уравнения вычитаем нижнее столбиком. 3cx минус cx будет 2cx. cy минус cy это 0. Мы его не пишем. 220 минус 160 равно 60. Нижнее уравнение переписываем. Ищем cx. 60 делим на 2, получается 30. Подставляем 30 во второе уравнение вместо cx. Равно 160. Находим значение cy. 160 минус 30 равняется 130. Дальше, чтобы найти ширину складок x и расстояние между ними y, мы должны задать количество складок c. Допустим, что складок будет 28. c равняется 28. Подставляем в уравнение. 28х равняется 30. 28y равняется 130. Вычисляем x. 30 делим на 28 равно 1,1. y равно 130 делим на 28 будет 4,6. Теперь нужно найти сумму x плюс y. 1,1 плюс 4,6 получится 5,7 см. На образце эта величина находится здесь. Эта ширина и будет 5,7 см. Если такая величина складки нас не устраивает, нужно сделать их шире. Количество складок уменьшаем. Подставляем другое значение c, например, 20, и пересчитываем последнюю часть. c равно 20, 20х
равняется 30. 20y равняется 130. Из этого выходит x равняется 1,5 см, y 6,5 см. X плюс y равняется 8 см. Если хотим более узкие складки, их количество придется увеличить. Чтобы проверить правильность наших расчетов, нужно подставить все найденные значения в первоначальную формулу. Если все сошлось и ошибок не обнаружено, можно приступать к разметке на ткани или на бумажном шаблоне. Сначала необходимо обозначить ключевые точки каждой складки. Для этого находим расстояние между этими точками. Вот нужная часть формулы. Подставляем числа. 3х плюс y равняется 7,9 см. Когда уже поделили материал на необходимое количество складок, можно размечать внутри каждой наши иксы и игреки. Так мы избежим погрешности в измерении и будем уверены в точности. Если же намечать точки по порядку и где-то в процессе пару раз ошибиться на миллиметр, это приведет к смещению всех следующих складок. В результате материала может не хватить, или же получится лишний хвост. А это уже результат моих расчетов. Я оформила чехол для стула оборкой с неглубокими складками. Исходя из ограниченной длины ткани, я смогла рассчитать размер складок и подобрала их количество. Надеюсь, метод вас тоже заинтересовал. Если да, то ставьте лайк и подписывайтесь. Будем мастерить вместе. Спасибо за внимание и до встреч в следующих видео.